Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить кожаную куртку для кукол. Выкраиваю детали куртки, добавляя 5 мм на швы. И плюс детали подкладки, но это по желанию. Для начала я сошью части спинки между собой. А затем пришиваю к ним кокетку. И, конечно же, я буду разглаживать припуски и делать отстрочки по двум сторонам от швов. Теперь сшиваю между собой одну часть подборта и ту же самую часть переда. А чтобы сшить противоположные части, мне нужна будет молния. У меня это обычная номер 3. Из пластиковой я хочу сделать металлизированную. Для этого покрашу ее тонким слоем акриловой краски. Краску хорошо разбавляю водой и крашу неравномерно. После этого я проверила молнию на работоспособность и даже подержала ее под теплой водой. Все в порядке, можно пришивать. Теперь сшиваю спинку и полочки по плечам. Затем займусь рукавами. Сшиваю между собой нижнюю и верхнюю части. А после этого пришиваю на низ рукавов манжеты. Сперва пришью один край.
Затем загну наизнанку и прошью все вместе уже внешней строчкой, а также сделаю отстрочку по самому краю. И далее вшиваю рукава в проймы. Теперь я хочу украсить подбор. Для этого я возьму вот такие маленькие клепки. Про них я подробнее рассказывала в видео про джинсовую куртку и комбинезон. Буду крепить их вот таким уголком. Такие же клепки я ставлю на воротник и пришиваю его к горловине. Сшиваю куртку по боковым линиям. А еще я хочу нашить обманные кармашки. На конце клапанов я также поставила клепки. И теперь подшиваю по периметру, кроме верхнего края. А его я украшу отрезком молнии. И после этого пришиваю клапан на место кармашка. А теперь я займусь подкладкой. Если вы не будете пришивать подкладку, то все равно из основного материала нужно выкроить вторую деталь воротника, две детали подборта, и для красоты и аккуратности можно добавить еще деталь для оформления горловины. Ну а я сшиваю две детали спинки от подкладки. Затем пришиваю деталь с горловиной. А также сшиваю между собой детали переда и их подборты. После этого сшиваю заднюю и передние детали подкладки по плечевым скосам. И пришиваю вторую деталь воротника. Обрабатываю пройму подкладки. И сшиваю ее по бокам. А теперь нужно вшить всю эту подкладку. Решайте сами, какие именно ее детали вам могут понадобиться. Я складываю две заготовки лицевой к лицевой. И сшиваю их по краю подборта и воротника. А когда дойду до второго подборта,
Вошью между деталями вторую часть молнии. Срезаю уголки. И выворачиваю на лицевую сторону. А затем делаю отстрочку по всем прошитым краям. Теперь надеваю бегунок на молнию и пришиваю ее нижний конец к подборту. Тут мой кожзам немного разошелся, и я закрыла его накладкой, имитирующей внутренний кармашек. И осталось только оформить пояс. Беру манжету пояса и пришиваю ее к низу куртки. После этого загибаю ее к изнанке и прошиваю насквозь. Края самого пояса можно загнуть к центру а затем прострочить с двух сторон. А если кожзам толстоват, можно просто вырезать подходящую по ширине полоску. Чтобы он не растягивался, с изнанки его можно промазать клеем или проклеить специальной паутинкой для жесткости ткани. Креплю пряжку и делаю дырочки. Чтобы пояс держался на куртке, можно пришить его к манжете в некоторых местах или пришить отдельно маленькие полоски шлевок. И вот такая косуха у меня получилась. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!